Всем привет! Сегодня мы едем на водохранилище. С нами друзья. Попробуем записать что-нибудь интересное сегодня. Итак, 3 недели назад к нам на Тайвань приехали наши друзья из Новосибирска, Андрей, Аня. Расскажите немножко о себе. С Пашей мы познакомились, мы были с ним соседи по стройке. У Паши был участок рядом с моим, я купил. И как бы это знакомство стало Судьбоносным. судьбоносным, да. Благодаря Паше мы приехали сюда. Благодаря его идее. Аня дизайнер, графический дизайнер, я... На все руки мастер. Мне сложно сказать, да, слова. Многопрофильный специалист в разных областях. Авантюрист, я бы сказал, да, специалист трехмерной графики, ну и немножко Начинающий инженер. предприниматель. В понедельник, почти неделю назад, они вышли из карантина, приехали к нам, живут пока временно у нас. И сегодня такой удачный день для того, чтобы записать интервью. Расскажите о первых впечатлениях. Вот неделю вы здесь. Понятно, что большую часть времени провели, находясь дома, но вот сегодня, да, мы вот здесь, в прекрасном месте. Что чувствует человек, который только приехал вот в этот момент переключения? Я, наверное, не очень показательный пример в этом случае, потому что как дома, вот не могу объяснить это ощущение, но у меня постоянно чувство дежавю, что здесь я и должен быть. В общем, прекрасное ощущение, и ощущаю себя в своей тарелке, и глядя на эти виды, глядя на это все великолепие, понимаешь, ради чего стоит стараться, чтобы мигрировать. Сложно сказать, кажется, что это все какое-то нереальное, и будто бы я просто смотрю фильм, и все такое красивое вокруг. Да, это ощущение у нас тоже было. Да, такое немножечко странное, удивительное. У меня было, когда я по Тайчжону первый раз заходил, такие вот как реально, как ты в фильм попал, да, то есть Да, картинки да, да. какие-то складываются, и ты такой, о, как виртуальная реальность. Да. Еще краски такие, да, после Я Новосибирска? работал несколько лет в сфере производства компьютерных игр, и может быть поэтому у меня дежавю, кстати, потому что часто приходилось подобные локации рисовать. Азиатский? Ощущение, что реально где-то в компьютерной игре. Как насчет сложностей? Сложности... На каждом шагу просто возникают сложности. Теперь о негативе немножко, да. Сложности практически совсем. С покупкой чего-либо в магазине. Далеко-далеко не все понимают вообще хоть что-то по-английски. Начинаешь что-то лопотать по-китайски, ты стоишь как дурачок. Да. Языковой барьер, да, Да-да-да. сильно мешает, поэтому при первой же возможности мы пойдем на языковые курсы, которые через год должны сломать этот языковой барьер, и мы заговорим на китайском Да, по слухам мы языке. должны заговорить, но как это будет в реальности? Английский посмотрим. выручает, но далеко не все тайваньцы говорят на английском. Вот, помогает Google переводчик. В принципе, Иногда, если повезет. да, это инструмент вполне рабочий. Да. Паша с Таней очень много шишек набили, как бы и мы теперь пытаемся По обойти их опыту. все эти ошибки, Да. именовать их. Вот. Но все равно очень тяжело, действительно. Это к тому разговор, что если кто-то собирается ехать на Тайвань, в принципе, да, и у него нет никаких, знакомых, так скажем, которые могут помочь, к переезду стоит готовиться очень основательно, собирать информацию, глубже, чем просто спросить что-то на Фейсбуке или почитать где-то на форуме, или уж тем более посмотреть какого-то одного блогера, который просто рассказывает, смотрите, здесь булочки продают, а здесь можно там скутер взять в аренду. На самом деле это немножко не так, когда ты только приезжаешь, у тебя нет никаких реально возможностей для того, чтобы все надо делать одновременно, а у тебя никаких ресурсов нет, знаний нет, удобных инструментов, привычных инструментов здесь нет, и это большая сложность, поэтому да.
Еще нас с Пашей, в смысле, две наших семьи объединяет то, что у нас не было заработка, который мы могли бы перевести с России, и нам приходится сейчас придумывать, как заработать. У нас был С план, нуля. мы ему следуем, но зарабатывать начать нам предстоит именно здесь. Сложная задача. Это как прыжок в бездну, вот, то есть Ну, ты- как сюда, да? да, и ты не знаешь, как бы за что ты зацепишься, И зацепишься ли за что-нибудь? да, то есть есть все шансы облажаться, но есть шансы и не облажаться и прийти к успеху. Тайвань, кстати, дает возможности для заработка, потому что Тайвань, как бы такая, я называю Тайвань машина времени. Попадая на Тайвань, можно наблюдать, какие вещи здесь плохо развиты, и их можно развить, взяв опыт По России. российскому опыту. либо Европы. Храм на горе. Да, вот мечта. Вон, видишь, домики, вон гора стоит. Утром просыпаешься. Блин, пойду Ты же красота переворачиваешься, снова засыпаешь, потому что тебе будет дико лень. чашечку кайфово. кофе выпил на верандочке. В любом случае, нереально круто. Заработаем очень много денег, Мгм. купим себе какую-то маленькую сопочку и будем лицезреть красоту. Да, тут когда вода, наверное, потрясающе выглядит. Водохранилище. Точнее, то, что от него осталось. Нормальная засуха в этом году. Вон у кого-то дом тоже с шикардосным видом. Вот можно наблюдать последствия засухи. Сколько? 2 года, да? Уже нормальных осадков нету. Такого вроде как не было 60 лет. И вот результат. Пересохшее водохранилище. Я так понимаю, оно не одно, а все водохранилища, которые обеспечивают водой внизу лежащие районы, вот в таком виде. Поэтому в Тайчжоне введены в этом году ограничения по потреблению воды. Например, бассейны не работают, аквапарки. И в домах, в жилых районах 2 раза в неделю отключают воду для того, чтобы снизить потребление. Ну, потому что, как бы, да, тут совсем маленько осталось воды. Ну и когда случаются такие вот перепады с водой, очень пригождаются баки, которые ставят здесь на крышу. Я, правда, не знаю, почему, точнее так, не очень целесообразно их ставить на крышу, но здесь принято расставлять бачок литров так на 500, на 1000, для того, чтобы в случае, когда вот такая штука случается, начинают выключать на пару дней воду, чтобы не сидеть без воды. Соответственно, вот есть этот какой-то запас наверху, который позволяет пережить эти времена. В общем, но проблему-то это не решает, все равно дождей нету и не предвидится в ближайшее время. Хотя говорят, что вот сейчас почти конец мая, да, и это начало, ну, то есть уже должен быть дождливый сезон, когда должны тропические ливни идти, добраться вода в полное водохранилище. Но вот мы видим жара, засуха. Нормально, да, с таким видом жить? Кстати, тут есть жилье в аренду, не хотите? Далековато немножко. Будто завидую я этим людям, кто родился здесь. И имеет шанс вот так вот домик поставить просто и растить. Давай. А то он сам не выберет. Ну что, апельсинки там переспелые даже. А, не, на тебя вся надежда. Выбери правильно. О, сисяю. Команда операторов. Сними их в разные стороны такие камеры с пушками, типа, а там крутяк, нет, там тоже крутяк. Я для Инстаграма, я для мамы. Пилим контент. Ну ладно, а что касается ваших планов, что будем делать, что реализовывать, что пробовать? У нас есть несколько планов, и
должен признаться, все планы в той или иной степени проистекают как бы из идей твоих, собственно. Поэтому ты Мы и это так можем прекрасно. пропустить, давай. Что у нас задумано? Ты и так знаешь, что у нас задумано. Самая основная идея, которая должна нас как бы, в Озолотить? журнал Forbes привести, это идея создания сайта доски объявлений для Тайваня. Аналог Авито местный. Аналог Для тех, кто не знает, да, Да. это сайт по продаже, Бэушных покупки товаров. не только бэушных, то есть любых товаров, но это не eBay, это не Shopee, это не AliExpress. Это как раз вот Авито, да, или канадский вариант Kijiji. Очень такой подходящий. Вот это, на наш взгляд, того, чего здесь сильно не хватает. Да, дело в том, что на Тайване нет прямых конкурентов доски объявлений, то есть если есть какие-то, то они крайне убогие и очень неудобные. Также на Тайване есть проблема с доставкой габаритных Чего грузов. бы то ни было. Вот, это дорого, это неудобно. Вот, и мы хотим именно сделать такую коллаборацию сайт с интегрированной системой службы доставки, да. То есть преимущество этого сайта будет в том, что можно товар сразу не только приобрести, но и заказать доставку, типа Яндекс доставки что-то. Ну, все, конечно, должно учитывать местную специфику. Вот, но это такой... Это наш самый грандиозный проект. Есть еще менее грандиозные. Да. В данный момент нам делают дизайн этого сайта компания с Новосибирска. На данный момент подходит к концу стадия дизайна. И сейчас они начнут уже, собственно, верстать сам сайт. Но помимо этого у нас есть и другие проекты. Да, подожди, ты про другие проекты. Если я правильно понимаю, к концу лета должна быть запущена первая пробная версия и начать набор потенциальных пользователей. Да, к концу лета будет готов минимально жизнеспособный продукт, который в каком-то виде уже начнет функционировать без каких-то запланированных фишечек, которые должны будут появиться позже. И мы уже начнем его тестировать и проверять, как он работает. Будем думать, как популяризовать данный сайт. На Тайване. Да, и пару слов про то, как вы приехали вообще сюда. То есть каким образом, какая виза, какой план на то, чтобы остаться, закрепиться здесь. Мы приехали по бизнес-визе с помощью наших друзей Паши и Тани, которые открыли компанию. Виза у вас не бизнес. Нет. Визитор. Да, виза по бизнес-пurpose, вот так вот. Да. И, собственно, они нам выслали приглашение, что якобы мы будем у них работать. Не, ну мы и правда работаем. Тут, Вот. все по правде. Да, и благодаря этому мы получили визу. На 3 месяца, к сожалению, нам ее дали, без продления. Поэтому нам Привет надо... этой женщине из посольства. Да, спасибо. Спасибо от всех нас еще раз. Блядь. Вот, и нам нужно что-то придумать в течение 3 месяцев, чтобы закрепиться. Это Нужны может быть? основания Да. юридические для пребывания на Тайване. Таковым основанием будет являться регистрация представительства российской компании. У меня есть замечательный одноклассник Тимур, привет. Мы будем открывать представительство его компании здесь на Тайване. Если не получится найти, ну то есть пойти по первому варианту с представительством, либо пойдет с бизнесом что-то не так, тогда ваш план устроиться на работу, правильно я понимаю? Да, Да. в общем, чтобы продолжать оставаться на Тайване, нам нужны основания. Одно из них может быть трудоустройство на работу. Поэтому мы ищем работу параллельно нашим всем бизнес-идеям в сфере трехмерной компьютерной графики, визуализации, предметная визуализация какая-то, потому что Тайвань это промышленная страна, много чего производится. Я думаю, возможно будет найти работу. Может быть, кто-нибудь из вас подскажет, где можно найти такую работу. И дизайна. Я занимаюсь графическим дизайном. Реклама, любая брендированная какая-то продукция, оформление соцсетей, YouTube-каналов. Ну и да, для Паши много сделали дизайна, сделали И по несколько фамилии, сайтов, да, и И тайваньцам продолжаем заходит, заниматься. им нравится, да. Поэтому у нас уже есть опыт работы именно под китайский менталитет.
Если кому-то что-то такое нужно, пожалуйста, ссылочку мы куда-нибудь прикрепим в описании внизу на сайт, Сайт, Что да, еще? Инстаграм у меня есть. Инстаграм, вот Портфолио, это все, да. да. Сегодня был хороший Ждите день. новых серий. Приезжайте на Тайвань, когда он откроется очередной раз. Здесь прекрасно. Ну, ходить, гулять, по крайней мере. В некоторых вещах, конечно, намного все сложнее. Будем продолжать держать вас в курсе, записывать что-то новое. И следите за их новостями. Пока. Пока. Короче, нарежем, все нормально будет. Да? Да. Чуть нарежем. Я все отрежу. Да?